Она не дожила до 26-го дня своего рождения. Мария не стала 31 октября 1884 года. Победить туберкулез у нее не хватило сил. Выдающаяся художница и писательница, которую открыли во Франции, родом из Украины, с Полтавщины. Мария Башкирцева является первой женщиной-художницей в мире, представленной в Лувре. Ее картины хранятся в Афинах, Амстердаме, Белграде, Вене, Ницце, Париже, Чикаго. Родилась будущая французская знаменитость в селе Гавронцы, вблизи всем известной Диканьки в Полтавской губернии. Случилось это 23 ноября 1858 года. Имение Башкирцевых на Полтавщине славилось своей роскошью. Отец Марии, Константин Башкирцев, был тот еще повеса. Тратил состояние своего отца-генерала на шумные пирушки в семейном имении в Гавронцах. Потому родители Марии развелись, когда она была совсем маленькой. После 2 лет брака молодой жене надоели постоянные походы налево мужа, и она вместе с трехмесячной Машей сбежала к своим родителям. Девочке повезло. Бабанины, семья матери Марии, были также знатными и богатыми. С помощью гувернанток Муся, так ее называли близкие, выучила французский и русский языки, благодаря сельскому окружению — украинский. С детства девочка имела исключительные способности к рисованию, а еще к музыке, танцам и пению. Одним из первых ее учителей был известный украинский художник польского происхождения Вильгельм Катарбинский, который принимал участие в росписи Владимирского собора в Киеве. В возрасте 12 лет вместе с мамой и многочисленным семейством Мария выехала за границу. Побывав в Австрии, Германии, Швейцарии и Италии, в 1872 году семья Башкирцевых остановилась во Франции, в Ницце. Именно здесь Мария начала вести дневник, ставший литературным явлением. Когда он через несколько лет после смерти автора был опубликован в Париже на французском языке. Позднее его перевели на все европейские языки, опубликовали в США. Книгу называли самым нашумевшим произведением XIX века. «Мне 13 лет. Если буду тратить время, что же из меня получится?» Писала в нем Муся. В Ницце она имела собственные роскошные апартаменты с видом на Средиземное море. Пока сверстницы Марии продолжали играть в куклы, она составила себе программу занятий, по которой ее обучали преподаватели местного лицея. 10 часов работы ежедневно. Я хочу все знать. Когда будет 20 лет, хочу все уметь. Занимаясь с частными учителями, Мария углубленно изучала историю, литературу, философию, естественные науки, играла на многих инструментах, постоянно совершенствовалась, одновременно осваивала языки. Кроме украинского и русского, девушка свободно владела французским, итальянским, немецким и английским. И все это до 15 лет. А в 15 изучала греческий и латынь, читала Платона и Аристотеля в оригинале. Голос Башкирцевой, меццо-сопрано, оценил известный во Франции профессор вокала Вартель. Он пророчил Марии будущее оперной певицы. «Берегите голос. Это самое дорогое, что у вас есть», — говорил он ей. «Сегодня профессор Фачо заставил меня пропеть все ноты. У меня 3 октавы без 2 нот». Он был удивлен. «Что касается меня, я просто не чувствую себя от радости. Мой голос — это мое сокровище», — пишет она в дневнике в январе 1886 года. «И мы отправляемся в Ватикан. Я никогда не видела ничего, что можно было бы сравнить с лестницей и комнатами, через которые мы проходим. Как у святого Петра, я вижу все безупречным». Эта запись появилась 22 января 1876 года. Именно в этот день в Ватикане Марию Башкирцеву с тетей принимает Папа Римский Пий IX. Девушка знакомится с одним из будущих знаковых героев ее дневника — графом Пьетро Антонелли, племянником кардинала Джакомо. Однако позже Мария разочаровывается в своем ухажере. Она едет в Неаполь и Помпеи размышлять о величии архитектуры, вечности искусства и страдать
Ее некатолическое происхождение сделало невозможным брак с Антонелли, и она принимает решение уйти в себя. «Я не буду ни поэтом, ни философом, ни ученым. Я могу быть только певицей и художницей. Это очень много, и я хочу быть популярной. Это самое главное». В том же 1876 году Башкирцева была на родине. Приезжала к отцу в Гавронцы, пытаясь помирить его со своей матерью. Она любила родное село, надевала народную одежду, ходила босиком, общалась на украинском с местными девушками. Всех удивил высокий уровень знания родного языка из уст европейки. Папа продолжал жить на широкую ногу, а дочь Мария между тем изучала досуг в Гавронцах и рисовала его. Так появилось полотно «Вечер в Гавронцах». Здесь девушке было хорошо, однако кое-что забавляло ее. «Милейшие люди, но только то и делают, что едят», — записала в дневнике. Гостила Мария и в диканьском имении князя Сергея Кочубея. Она видела в Европе много красивых мест, но Диканька впечатлила ее больше. Об этом писала в дневнике. По красоте сада, парка, сооружений Диканька может соперничать с виллами Боргезе и Дория в Риме. Кроме неподдельных и незаменимых руин, Диканька, пожалуй, даже богаче. Это почти городок. Очень жаль, что мир и понятия не имеет о существовании этого места. Но начались проблемы со здоровьем. Из-за ларингита девушка в 18 лет потеряла голос, а через год и слух. Однако, вернувшись во Францию в 1877, Мария поступила в частную академию живописи Родольфа Жулиана в Париже и заявила о себе как одаренная и самобытная художница. В первый же год обучения получила медаль на академическом конкурсе. Семилетний академический курс она прошла менее чем за 4 года. Каждый год с медалью за успехи. Имя украинской Муси становится модным в парижских салонах. По академии ходили слухи, что у Марии Башкирцевой якобы роман с Жюлем Бастином Лепажем, мастером реалистического пейзажа, и что почти все ее картины — это работы его кисти. Однако на самом деле Мария нашла настоящего друга. Она писала в дневнике: «Сравниться с тем, кому подражаешь, невозможно. Величайшие мастера великие только правдой». В ответ Лепаж в письме советует юной художнице: «Пишите Марии простых людей, пишите тех, которые достойны сочувствия из-за своих жизненных невзгод. Здесь, в Париже, их много. А вообще наш мир очень несправедлив ко многим людям. Не ослепляйтесь благополучием. Ваши картины лучше всего говорят о том, что в вашей душе живет милосердие. А это такая же дорогая вещь, как и талант. Или, может, еще дороже». В 20 лет ее начал съедать туберкулез. Башкирцева работала в мастерской по 10-12 часов. Сюжеты для картин выбирала не в модных салонах Парижа, а на парижской окраине. Приказчики, мальчишки-газетчики, рабочие прачки. В 1880 году в парижском салоне она выставляет свою первую картину. Портрет мадемуазель Дины, или молодая женщина, которая читает «Вопрос о разводе» Дюма и сразу получает положительные отзывы. Однако туберкулез подтачивал ее силы. Визиты к врачам. Их неприятные приговоры Мария тоже описывала в дневнике. И корила себя за то, что слишком поздно начала работать. И пыталась догнать и перегнать время. Потому как врачи были единодушны, его остается все меньше и меньше. Башкирцеву признали мастерицей жанровой живописи. Глубоко реалистичны шедевры живописи, созданные ею. Портрет мадемуазель Дины, в мастерской Жулиана, дождевой зонтик, осень, парижанка, улыбка девушки. А жанровую картину «Жан и Жак» отметили в 1883 году в Национальном салоне Парижа за высочайшее мастерство и за социальную смелость. Среди поклонников и друзей Башкирцевой были Пьер Огюст Ренуар, Клод Моне и Каролюс Дюран, Эмиль Золяя, Александр Дюма, Эдмон де Ганкур, Ги де Мопассан. Что касается последнего, Мария начала с ним переписываться, не ожидая встречи, а ища чуткого собеседника.
Прошло немного времени, и письма Башкирцевой задели Мопассана за живое. Он был очарован искренностью незнакомки. Их встреча так и не состоялась. Говорили, что он приходил на ее могилу в Париже. И только там, увидев ее имя на каменном свитке статуи, произнес: «Это была единственная роза в моей жизни, чей путь я усеял бы розами, зная, что он будет таким ярким и таким коротким. Наследие Марии Башкирцевой — это 150 картин, 200 рисунков, акварелей и скульптур. Только из Харьковской картинной галереи при эвакуации во время Второй мировой войны бесследно исчезло почти 70 полотен украинской художницы. Их дальнейшая судьба неизвестна. В 1885-м состоялась посмертная выставка произведений Башкирцевой, организованная Союзом женщин-художниц и скульпторов. На этой выставке французским государством были приобретены картины «Митинг» или «Встреча» и портрет мадемуазель Дины для Люксембургского музея в Париже. Сейчас в Украине есть только 3 полотна Марии Башкирцевой в музеях Днепра, Сум и Харькова. В Днепровском художественном музее представлена картина «В студии» мастерская Жулианы, которая много раз участвовала в международных проектах во Франции, Испании и США. В отделе рукописей Национальной библиотеки Парижа хранится оригинал дневника Башкирцевой, все 84 блокнота и тетради. Дневник создает странное впечатление. Сначала бросаются в глаза эгоизм и запредельная самовлюбленность. Но потом видим, что все это поверхностно, и замечаем обнаженную душу юной девушки. Иногда начинает казаться, что это двойник Марии Башкирцевой день за днем записывает жизнь ее души и тела. Однако работа изобилует примечаниями матери Башкирцевой. Она подчистила некоторые факты из жизни семьи, сместила во времени события, вычеркнула целые страницы. Даже день рождения дочери изменила с 1858 на 1960 год, потому что ей казалось, будет Мария моложе. Больше удастся разжалобить людей. Но сам текст, написанный рукой девушки, уцелел. Только в 1980-х французская исследовательница Колет Косне обнаружила, что оригинальный текст дневника Башкирцевой по сравнению с напечатанным после ее смерти значительно интереснее. Тысячи страниц открывают перед публикой всю глубину души этой неординарной женщины, художницы и писательницы, самобытно отражавшей дух своего времени и опережавшей его. Интересно, что во Франции есть премия имени Марии Башкирцевой, которую могут получать исключительно молодые художники из разных стран. Одним из лауреатов этой премии стал украинец Марко Гейко в 1988. Мария Башкирцева хотела жить и радоваться жизни. Она использовала время, которое было ей отведено на этой земле, по полной. «Жизнь так коротка, нужно смеяться сколько можешь», — с грустью писала она. Если вам понравился наш рассказ, дайте нам знать своей реакцией. Поставьте лайк, поделитесь с друзьями и напишите любой комментарий,